Казалось бы, какие плюсы могут быть у шортсов? А они есть. Но наконец-то Алан решил развеять завесу и таки показать, как бы выглядели стикманы с лицами. А то, смотря на проделки фанатов, это выглядело ужасно. What the heck? Но теперь мы знаем, как видит Алан свои творения с лицами. Желтый, чисто ученый, зеленый, гигачат, а синий с глупой рожицей. Прямо как не догадался взять из командного блока на рост, и из-за него случился весь третий сезон АВМ. Рикошет стрелы довели до абсурда, и это прекрасная демонстрация того, как повышается урон, ведь чем быстрее стрела летит, тем больше урон. Просто мем с пистолетом, который тоже довели до абсурда. Вот так Photoshop можно реализовать на стикманах и устраивать такие пранки. Ну и плюс мы увидели оранжево закрашенной головой. Правда, она стала слишком тяжелой. Демонстрация зачарований на луках и арбалетах. Это немного походит на отсылку дуэли Пушкина. Теперь мы знаем, кто накручивает все эти клики. Это Алан со стикманами. Плюс отсылки на старые серии на дятла из «Аниматор против анимации». Круг замкнулся, и теперь второе пришествие заключат в Backrooms. Атмосфера сохранена, как и интерпретация монстра из нулевого уровня. Эндермен из 27-й серии получает свой шортс. Красный до сих пор помогает справиться с проблемами его компании. Сначала было перышко, потом зонтик, который, правда, помог ненадолго. Это трансформация, прямо отсылка на... Превращаемся! The Ranger синий! Целись используют как мячик. Оригинально, я вам скажу. Что даже на серваках его используют как значок для мини-игр. Также давно пора было использовать дырку в голове нашего друга. И честно, я бы просто его крутил как спиннер. Но тут реализовали просто его главный кошмар. Зелье ведьмы из 21 серии дошли теперь и до стикманов, а еще явная отсылка на мимиков из Dark Souls.
Плюсом мелодия на нотных блоках напоминает мотивы композиции «Полет шмеля», дамы и господа. Что мы уже видели в 35-й серии. Также мультяшные столкновения, что были в мультиках прошлого столетия, но и флешбеки к прошлым сериям, где подобная ситуация уже случалась. В этой серии в очередной раз показывается, как Красный любит животных, что свинью, что пчела-клипера. Боб буквально воплощение зла, а именно босса-молокососа, что буквально показывает типичное отношение родителей к младенцам. Больше взаимодействия с ПК Алана, что добавляет живости. А второе пришествие, как всегда, не может уснуть уже в 3-й раз. Батл флипчейш доверие до абсурда. Виселица! Но если Стикман в конце живет, это жутко. Но если мы доведем словосочетание и соберем все буквы, то это отсылка на одно из видео Алана. Теперь мы знаем, как Firefox относится к ревности. Пранк Красный уже использовал в 34-й серии, и теперь этот пранк вышел из-под контроля. Легендарная Fruit Ninja. Все механики налицо. Ой, минус зеленый. А, нет, это просто макет. Каждый хотел полетать на взрыве динамита, и тут это реализовано. Типичные слизневые блоки, рано или поздно в них провалишься. Типичная подготовка бойца к битве и самомотивация стать сильнее под стилевую музыку. А еще Синий не раз использует стероиды. Ужас. Снежные блоки довели до абсурда. А еще этот культовый звук, когда становится холодно. Теперь предыдущие деяния Боба просто всех задрали. И мы видим, как Боб все эти сезоны, оказывается, просто сидел там. Что в анимации против Майнкрафт в 3-м сезоне, что Пакмен, что аниматор против анимации. И будем надеяться, что он там и останется. Теперь свинья Красного наконец завел партнера, что мы увидим в 35-й серии. А еще камео Фиолетового, которого так давно не было. Вертикальная мышка Алана на самом деле удобная для рисования, когда нету рядом графического планшета. А еще, видимо, в тот период у Алана было творческое выгорание, и он решил так это показать через видео, что Стикман и его аудитория всегда будут рядом и поддержат его, что дает мотивацию ему делать лучше. Ну что же, теперь официально нельзя есть свинятину. А еще, походу, зеленого самого поджарили.
Демонстрация зачарования на ледяные ботинки. Пол это лава челлендж вышел на новый уровень. Это тонна отсылок на папки Алана. Делись со мной, если посмеешь. Жители из 32 серии снова вернулись, и теперь это Сильнадор. Ну или просто показывается испанская культура. Рэгдолл довели до абсурда в анимации Алана. И если рассмотреть партию в шахматы синего и желтого, что на 2D платформе сделать очень тяжело вообще-то, но я постарался установить эту позицию, и она выглядела бы примерно так. И желтый тут явно проигрывает по материалу. Так что непонятно, чего желтый так ведет себя на расслабоне. Леди и джентльмены, добро пожаловать на эпический и уникальный чемпионат по шахматам. А вот и камео короля фиолетового. Я рад, что у них после событий финала сезона все отлично. В салютах снова отсылка на разные события. Тот же Вардан и Разоритель на 23 серии. Как бы выглядел Т9, если бы его не существовало, а вместо него бы были стигманы. Теперь события из аниматор против анимации переплетаются с Майнкрафтом. И вот на банальном яблоке ясно, как бы это повлияло на мир. Старые добрые оригами, которые появляются не первый раз у Алана. Теперь способность зеленого из 29 серии используется и в будущем, чтобы научить второе пришествие петь. Но, как мы знаем, он может только говорить. This is alternate universe lore. What? This fight never happened. This fight never won. Легендарная битва короля и Дарклорда, которую все хотели, но никто не ожидал ее увидеть в фандоме Алана, и это абсолют синего. А свинья и правда бы завершила их обоих. Вспомни только ведьму или иные события со свиньей. Фиолетовый все так же чтит своих предков, и приходя в мир Стигманов... И... Стоп! Это был тизер поисков избранного через шортс. Это гениально. Просто гениальнейшее. Все взаимосвязано, что еще не раз покажут в будущем.
Корнгай, что стал уже мемом канала во время событий новой арки аниматоров против анимации, не ждет и пользуется моментом. Трюк с водой перед падением снова довели до абсурда. И вот к чему это привело. А еще зеленый как будто повторил сцену из кота в сапогах. И снова зелье, которое использовала ведьма, шапка Пикачу. Это трюк второго пришествия, как с желтым 31 серии, и посох реально можно использовать как метлу. Паркур из 22 серии снова превзошел себя, и в этой серии продемонстрировали, скорее всего, неудавшиеся проекты у короля, пока он разрабатывал этот паркур. Запомните раз и навсегда, не ложитесь на кровать в аду. Ну или если вы спидранер. Алан, не умеешь обращаться с детьми? Вот и ищешь в интернете, как с этим справляться? Хороший семьянин получается. Ну а рофл с обоими Зеленый гениально придумал, чтобы разыграть Алана. Дружелюбный газ еще до выхода обновления? Алан, явно ты что-то знаешь больше, чем знаем мы. Отсылка на мульты, а я славлю больше. Подобное мне приходит на ум из серии Angry Birds Toons. Кирби продемонстрировал скрытые силы второго пришествия, о которых он даже не догадывается. Эдблок в виде второго пришествия. Где-то я уже видела. Во второй серии аниматоров против анимации. Ну а еще рофлы рекламе, как, например, женская версия курсора, лол. Смешивание животных уже продемонстрировали в 33 серии. А ведь если подумать, то синий за нарост все что угодно сделает. Синий теперь научился и не допустит этой ошибки в 32 серии. Сэндвич без модов, а еще корова-каннибал. Жуть. О нет, нас зарекролили. Синий девушка. What the hell is going on?